Всем доброй ночи еще раз. Итак, друзья мои, перед вами кукла-богатушка. Прежде чем начать, я хочу сказать, что все эти куклы, обереги, которые вы видите в моих работах, ритуалах, это все работа Яны. Видите, она мастер на все руки. Это все ее работа. Это она их мастерит и очень профессионально, красиво, как видите, без изъянов, собственно говоря. И потом я с помощью этих работ вам просто показываю, как нужно эти обереги хранить дома, как нужно их активизировать, начитывать. Перед вами кукла-богатушка. Вы наверняка слышали выражение «идет, как лодочка плывет», да? Женщины издревле несли на плечах коромысла с водой, и у них выработалась особая походка именно благодаря ношению коромысла. Кроме всего прочего, это имеет определенный символ, похожий на весы, ведра, которые гармонируют энергию человека, гармонизируют, да, или так, или так. Это кукла женская. К этой кукле подходить и заговаривать с этой куклой могут только женщины. И наступает гармония в семье, спокойствие и денежная гармония. То есть и в деньгах начинается, как бы вам сказать, нормализуется денежная сила в семье. И вы получаете, в принципе, вам возвращается ваша трата и накапливается денежная энергия в доме. Такие куклы изготавливались и хранились дома. Но как их активизировали, есть различные варианты. И опять же дошли до нас крупицы просто. Рассказы, поверья, как к этим куклам-богатушкам обращались. А вот именно четкой такой инструкции или заговора, к сожалению, то есть до наших дней это не дошло. Но из рассказов бабушек старшего поколения, которые получали даже в приданые такие куклы, вообще их дарили на годовщину свадеб, какие-то там праздники, рождение ребенка. Вместе со всеми дарами дарили и богатушку. Что нужно для начала? Вот в эти ведра, которые изготовлены из березовой коры или иного материала, но весь материал здесь должен быть натуральный, естественный. То есть дерево, ткань, да, там, что еще? Нити особые, извиняюсь, что не помню сейчас, как это называется. То есть пластмасса здесь не должна присутствовать. Это должна быть именно все натуральное. Помимо вот натуральных материалов, в эти ведра кидали монеты, чтобы они были не пустые. И подходили к этим куклам, просили у них, заговаривали и активизировали эти куклы. И, как я вам уже объясняла, они должны были быть без эмоций, то есть нейтральные. У них не должны были быть черты лица человека, но в них вселялась некая сила. То есть обращение было не к кукле, не кукла давала эту гармонию в семье, создавала, а именно та сила, которая призывалась и закреплялась за этой куклой. Серия славянских оберегов еще будет продолжена.
Но пока я сниму несколько работ, пока вы как бы это все перепишете, это все найдете, будете начитывать, дома хранить, я тем временем продолжу эту серию славянских оберегов. И они очень рабочие, очень сильные, невзирая на простоту как бы этого всего происходящего. То есть там ничего сложного нет. И простые заговоры на понятном языке. Но невзирая на все это, они очень сильные. Ну, все гениальное просто не так сказано. То есть не просто так сказано, извиняюсь. Так вот, в этих ведрах должны быть монетки. Нужно подходить к богатушкам, показывать ей свой кошелек, открывая кошель. Вот открыть и, держа перед этой куклой, начитывать 4 раза, 8 раз, 12 раз четное число. Заговор. Начитывать, закрыть кошелек и унести. Богатушка должна на видном месте находиться, чтобы постоянно ловить взгляды людей. Всех, кто находится. Не обязательно объяснять, для чего эта кукла. В принципе, если вы объясните, она не теряет силу от этого. Но, опять же говорю, ваши обереги, ваши куклы, значит, хранители дома, да, как еще их называют, берегини дома и прочее, эти куклы не должны быть достоянием всеобщим. То есть никто касаться их не должен, кроме вас, желательно. Ну, могут члены вашей семьи, еще там дети, муж, и все. Но желательно, чтобы один человек все время подходил и начитывал. К богатушке обращаются только женщины. Это женская, исконно женская кукла. И вносит гармонию в отношения. Вот вы, когда будете... Ну, насколько часто можно делать? Ну, раз в неделю подходите, раз в 3 дня. Насколько вам, как бы, вас душа просит. Здесь нету определенных ограничений. Но чем больше будет у вас этих оберегов, денежных, обережных, охранных, там, защитных и прочее, тем больше вы заметите, что в семье спокойствие, что в семье как бы больше достатка, что вы можете успеть все, что вы покупаете все, что вам хочется. То есть в семье наступает вот это вот то самое слово «совет да любовь». Да? Лад и богатство, достаток, спокойствие, взаимопонимание. Потому что эти все духи, призываемые в эти куклы, они приходят для того, чтобы улучшить качество вашей жизни. И когда вы к ним проявляете уважение, они, естественно, отвечают тем же. Для богатушки особо ничего не требуется. То есть не нужно там ей что-то приносить, что-то ставить. Достаточно к ней подходить и начитывать. Она подпитывается вот этой вашей энергией радости, денежной энергии. То есть вы приносите, показываете ей кошелек. И она все время вам отдает эту энергию радости и денег для того, чтобы получать обратно точно такую же энергию. То есть взаимообмен энергии происходит. Этот заговор как некий диалог. Есть различные жанры заговоров, и я об этом вам рассказывала не раз. Вот этот заговор как диалог между вами и куклой. То есть вы, вот как ролевая игра, знаете, вы вместо нее отвечаете на свой же вопрос, и от ее лица, от ее имени получаете согласие на то, чтобы она все время вас обогащала. Итак, начнем. Богатушка, богатушка, милосердная матушка, где ты ходила, где побывала? А она мне в ответ: обошла я весь свет, богатство со всех дворцов собирала, злато припасла, да все тебе принесла. Бери, не стесняйся, я еще принесу.
У богатушки, щедрой матушки, я богатство беру. Скажу ей: благодарствую, неси сюда еще больше добра. Мои двери для тебя всегда открыты. Да будет так. Я хочу вам сказать, что вот знаете, заговорное слово, ритуальное искусство, это целая наука. Я объясню почему. Просто люди, которые не понимают ничего в этом, они могут связать красиво несколько слов, считая, что они создали заговор. На самом деле, друзья мои, каждое слово не просто так сказано. Вот смотрите. Обошла я весь свет, богатство со всех дворцов собирала. А есть другое выражение, которое, например, незнающий человек мог бы здесь приписать, да? Обошла весь свет и по миру деньги собирала. А это уже нехорошо. По миру собирала — это нищенствовать. А собирать богатство со всех дворцов, а не дворов, это уже забирать денежную энергию. Видите, тонкость какая, тонкая грань. По миру собирать — это совсем другое. А богатство со всех дворцов собирать — это абсолютно другой смысл и другая энергия для заговора. Понимаете, почему говорю, что заговоры составляют только люди, знающие закон заговорной магии. Одно слово не так скажешь, и эффект будет совершенно другой. Или не сработает, или может сработать во вред. Вот о чем речь. Давайте еще раз. Богатушка, богатушка, милосердная матушка, где ты ходила, где побывала? Она мне в ответ: обошла я весь свет, богатство со всех дворцов собирала, злато припасла, да все тебе принесла. Бери, не стесняйся, я еще принесу. У богатушки, щедрой матушки, я богатство беру. Скажу ей: благодарствую, неси сюда еще больше добра. Мои двери для тебя всегда открыты. Да будет так. Еще объясняю, что предмет посредний — кукла, кольцо, камень, статуя. То есть это предмет-посредник, через который к вам приходят и выходят с вами на связь духи мироздания. Этот предмет-посредник — это как, грубо говоря, как замануха. Вот этот предмет в вашем доме находится, и вы привязываете к этому предмету и к своему дому, да, денежную силу. Вот этот предмет будет тянуть в ваш дом, в вашу жизнь, имущество. Вот как, например, горшок богатства, который я вам подарила. Вы начитываете и забывайте об этом. А оно уже срабатывает. Через некоторое время вспоминайте и начинаете понимать, что действительно, вот год назад сделала, и целый год мне на все хватало. И денег, и на покупку, и на все, собственно говоря. Из ниоткуда приходили. Все время у меня были деньги. Как так получалось? Вы сказали, вы об этом забыли, но духи же не забыли. Вы им дали это задание, они выполняют. Понимаете, в чем дело? Вот в этом и есть прелесть магии. Еще раз. Богатушка, богатушка, милосердная матушка, где ты ходила, где побывала? А она мне в ответ: обошла я весь свет, богатство со всех дворцов собирала, злато припасла, да все тебе принесла. Бери, не стесняйся, я еще принесу. У богатушки, щедрой матушки, я богатство беру. Скажу ей: благодарствую, неси сюда еще больше добра. Мои двери для тебя всегда открыты. Да будет так. И найдите ей, скажем, такое красивое, видное место в доме и посадите туда или поставьте, смотря как она будет, то есть каким образом она сделана, как ее смастерили, на чем она держится, эта кукла. И пусть в вашем доме будет гармония, равновесие и денежное довольство. Живите хорошо, вы этого достойны. А я вам в этом помогу. Всем удачи!